Вітаю, друзі! Здравствуйте, все добрые и адекватные люди. Сегодня видео про эректильную дисфункцию. Я хочу дать полную картину, без мифов, без стыда и без попыток все лечить одним средством. Вы можете пытаться все спихнуть на тестостерон или на нервы, но причина может быть совсем в другом, и вы часто теряете месяцы. А иногда пропускаете проблемы с сосудами и обменом веществ, которые стоит поймать раньше. Сразу скажу, что вы возьмете из этого видео. Понятную карту причин, 7-дневный протокол самопроверки, чтобы перестать гадать, минимальный набор анализов, который реально меняет тактику, красные флаги, когда тянуть нельзя, и 2 протокола действий. Быстрый старт на первые 2 недели и план на 12 недель, чтобы закрепить результат и убрать причину, а не маскировать симптомы. И сразу хочу, чтобы вы запомнили, эректильная дисфункция – это не только интимная сфера. У части мужчин это ранний маркер проблем с сосудами и с метаболизмом, иногда заметный раньше, чем типичные жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому игнорировать ухудшение потенции не стоит. И одна коротенькая оговорка – это образовательное видео, а не назначение лекарств по телевизору. Лекарства, особенно при заболеваниях сердца и при приеме нитратов, только после консультации с врачом. И это не формальность, а это безопасность. А теперь давайте разберемся, что такое эректильная дисфункция. Это повторяющиеся трудности достигнуть или удержать эрекцию, достаточную для нормальной интимной жизни. Ключевое слово «повторяющиеся». Один эпизод на фоне недосыпа, алкоголя, конфликта, температуры, сильной тревоги – это не диагноз. Но если это повторяется, держится и начинает управлять вашей уверенностью, это нужно разбирать. И сразу появляется развилка. У некоторых мужчин основная жалоба не получается, а не хочется. Это снижение либидо. Часто пересекается с эректильной дисфункцией, но приоритеты диагностики там другие. И через пару минут вы увидите, как быстро отличить это на практике. Теперь 3 мифа, которые мешают решить проблему быстро. Первый миф – виноват всегда тестостерон. Нет, дефицит тестостерона важен, но чаще это один слой, а не единственная причина. Второй – виновата всегда психика. Тоже нет, психика участвует часто, но нередко поверх физиологии. Третий – есть таблетка и все решено. Таблетки могут быть очень эффективны, но они усиливают то, что должно работать. Они не заменят сон, сосуды, нервы и нормальную регуляцию стресса. Теперь коротко и просто, как работает эрекция. Это нейрососудистое событие. Нервный сигнал запускает сосудистую реакцию. Ключевой посредник – оксид азота. Он выделяется клетками, которые выстилают кровеносные сосуды. Он помогает сосудам расслабиться, при этом кровь быстро наполняет пещеристые тела полового члена, похожие на губку. Дальше ткань увеличивается в объеме и пережимает вены, по которым идет отток крови из полового члена. Так включается механизм удержания. Венозный отток перекрывается. Все это приводит к стойкой эрекции. И важный момент. Удержание часто ломается вторично, если приток слабый. Но бывает и отдельная проблема удержания, когда ткань не создает нормального замка, даже при приемлемом притоке. Например, если потеряна эластичность и пещеристые тела уже не могут так сильно расширяться. И одна оговорка. По ощущениям вы это надежно не отличите. Если есть подозрение на отдельную проблему удержания, это зона уролога и обследований по показаниям, а не гаданий. Если вы запомните одну вещь, то пусть будет это. Эректильная дисфункция – это всегда вопрос отдельного звена. Вы не лечите все в целом. Вы находите главное слабое звено и бьете туда. Все остальное – шум. Дальше карта причин. Я разделю их на 6 групп и дам клинические подсказки, чтобы вы уже на слух начали понимать, где вы находитесь. Начнем с самого частого. Сосудистая причина. Обычно ухудшение постепенное, месяцами. Сначала стало не так уверенно, потом хуже удержание, потом появляется избегание. Часто рядом повышенное артериальное давление, повышенный сахар крови, увеличение живота, курение, малоподвижность, хронический недосып. Частая фраза «стало хуже держаться». И сделаю здесь короткую паузу
по делу. Одна из самых частых основ эректильной дисфункции – это эндотелий, внутренняя выстилка сосудов. А эндотелий сильнее всего страдает от возраста и от того, что ускоряет старение. Давление, сахар, недосып, курение, лишний живот. Поэтому я сделал курс «Как замедлить старение», практическое руководство. Там дана структура, что менять, в каком порядке и как воплотить в практику все последние достижения доказательной медицине в продление здорового периода жизни. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. А мы возвращаемся к карте причин. Вторая группа – нейрогенная. Проблема с нервным сигналом. Часто на фоне сахарного диабета, после операций в малом тазу, при проблемах позвоночника, при некоторых неврологических заболеваниях. Желание здесь может быть сохраненным, а включение и контроль слабее. Иногда снижается чувствительность. Третья группа – гормональная. Тут главный маркер не только эрекция. Обычно падает либидо, энергия и восстановление. Утренние эрекции становятся реже. Все это проверяют утром по анализам, о чем мы поговорим позже. Четвертая причина – лекарственная, очень частая и часто игнорируемая. Например, если проблема началась после начала или увеличения дозы антидепрессанта, препаратов для лечения повышенного давления, средств, влияющих на гормональную регуляцию. Это не повод терпеть, это повод скорректировать схему с врачом. Самостоятельно ничего не надо делать или отменять. Пятая группа – структурная, урологическая. Боль, деформация, уплотнение, выраженное искривление или травма – это сигнал, что надо к урологу. И шестая – психогенная и смешанная. Ключевые слова – тревога, ожидание, хронический стресс, депрессия, проблемы в отношениях. Частая подсказка – в одних ситуациях лучше, а в других резко хуже. Утренние эрекции при этом могут сохраняться. И теперь 3 ориентира, чтобы вы быстро разобрались. Первое. Постепенное ухудшение чаще говорит об органической основе. Резкое и ситуационное чаще про стресс и тревогу ожидания, но не всегда. Второе. Появилась и быстро исчезла. Часто звучит как проблема удержания и сосудистой части. Третье. Если исчезла либидо, это гормоны, депрессия, как состояние, лекарства и истощение. Теперь маленькая сцена, чтобы вы почувствовали, зачем дальше будет дневник. Вот типичная история. Мужчина 36 лет, много работы, сон по 5-6 часов, курение, иногда алкоголь, выросла талия за последние пару лет. Утром иногда все работает, а в ситуации с партнершей хуже. И от этого появляется режим экзамена. Он год думает, что это психика, и параллельно год живет с давлением 145 на 95. Просто потому, что ничего не болит. И вот это как раз тот случай, где простая неделя измерений и 2 недели правильных действий дают не только улучшение интимной функции, но и спасают от больших проблем позже. Поэтому дальше 7-дневный протокол самопроверки. Он нужен не для самолечения, он нужен, чтобы вы перестали ходить по кругу. И через несколько минут вы уже будете понимать, какие анализы действительно нужны, а какие лишние. Итак, 7 дней. Ничего нового не добавляете, лекарства сами не меняете. Одна заметка в телефоне каждый день, это занимает минуту. Первое – сон. Во сколько легли, во сколько встали, сколько реально спали. Второе – стресс по шкале от 0 до 10. Третье – алкоголь. Был или нет. Четвертое – курение. Было или нет. Пятое – физическая нагрузка. Была или нет. Шестое – итог по факту. Была попытка или нет, получилось или нет, удержание лучше или хуже, чем обычно. И это должна быть самая обычная неделя, не идеальная. Мы ищем закономерность. Отдельно отмечаем утренние эрекции. Каждый день, были или нет. И качество по шкале от 0 до 10. Это не диагноз, это индикатор того, что сосудистая нервная часть вообще способна работать. 3 дня за неделю измерение артериального давления утром и вечером после 5 минут отдыха. Записываете цифры. В начале недели и в конце недели вес и окружность талии. Отдельной строкой список всего, что вы принимаете. Препараты, добавки, снотворные, стимуляторы. Когда это началось или когда менялась доза. Через 7 дней у вас будет не ощущение, а данные. И по данным обычно видно. Стресс, лекарства, гормоны или сосуды и обмен веществ. Теперь интерпретация. Если утренние эрекции сохранены, а с партнершей резко хуже,
психогенный компонент значимый. Если утренние эрекции стали редкими и есть факторы риска по сосудам и обмену веществ, вероятно, сосудисто-метаболическая причина. Если резко упала либидо и энергия, гормональная или депрессивная составляющая. Если проблема совпала со стартом лекарств, это кандидат номер 1. Если есть боль и деформация, это урологическая проблема. После этой недели следующий шаг – минимальные анализы, без каких-то ненужных показателей, только то, что реально меняет тактику. Первое – углеводный обмен. Глюкоза натощак и гликированный гемоглобин, инсулин и индекс ХОМА. Второе – липиды. Минимум – это стандартная липидограмма. А если хотите оценить риск точнее, добавляете аполипопротеин В, аполипопротеин А1, липопротеин А с маленькой буквой А. Липопротеин А чаще всего достаточно определить один раз в жизни во взрослом возрасте, потому что он во многом генетически задан. Повторяют редко его по отдельным клиническим причинам. Также не лишним будет анализ на высокочувствительный С-реактивный протеин, как маркер сердечно-сосудистого риска. Третье – гормоны. Утренний общий тестостерон, в идеале натощак. Если нужно уточнить картину, определяют глобулин, связывающий половые гормоны, и альбумин, чтобы рассчитать биодоступный тестостерон. Также после обсуждения с врачом можно сделать лютеинизирующий гормон, эстрадиол и пролактин. Четвертое. По показаниям, если есть громкий храп, остановки дыхания во сне, дневная сонливость, обследование на синдром обструктивного апноэ сна. Если есть симптомы со стороны щитовидной железы, обследование щитовидной железы. Теперь момент безопасности. Симптомы, когда откладывать нельзя. Если на фоне эректильной дисфункции появились боли или жжение за грудиной, выраженная одышка, предобмороки, резкое падение переносимости нагрузки или боль в икроножных мышцах при ходьбе, которая приводит к остановке, оценка сердечно-сосудистого риска без откладывания. Если появились новые неврологические симптомы, слабость, онемение, нарушение речи, перекос лица, резкое нарушение координации, срочно к врачу. Если появилась сильная болезненная эрекция, деформация, уплотнение, травма, к урологу. Если после любых средств возникла длительная болезненная эрекция, которая не проходит, также нужна срочная медицинская помощь. А теперь быстрый старт. Двухнедельный протокол. Его смысл простой. Убрать самые частые тормоза и увидеть, обратима ли ваша ситуация. И если вы сделаете это честно, вы уже через 2 недели поймете, где вы находитесь. Шаг первый. Алкоголь и никотин. Убрать на 2 недели. Это эксперимент, иначе вы не узнаете, насколько они были причиной. Шаг номер 2 – это сон. Фиксированное время подъема, нормальная длительность сна, без воровства сна телефоном или соцсетями поздно вечером. Если есть признаки синдрома обструктивного апноэ во сне, вы не лечите эректильную дисфункцию вслепую, вы параллельно исследуете сон. Шаг номер 3 – движение. Цель на неделе минимум 150-160 минут умеренной аэробной нагрузки и 2 силовые тренировки на все тело. Самый простой вариант – быстрая ходьба 30-45 минут, 5 дней в неделю, плюс 2 силовые тренировки, без фанатизма, но с ощущением работы. Шаг номер 4 – артериальное давление и сахар крови. Если по измерениям давление повышено или нестабильно, это фактор, который лечится. Если сахар крови повышен, это фактор, который лечится. Без этого эректильная дисфункция часто возвращается, даже если временно стало лучше. Шаг 5. Мышцы тазового дна. Каждый день 5 минут. Представьте, что вы хотите на секунду остановить струю мочи и чуть подтянуть все внутрь. Вот это нужное сокращение. Живот не втягиваем, ягодицы и бедра не зажимаем, дыхание не задерживаем. Сжали на 3-5 секунд, потом полностью расслабили на 5-10 секунд. Так 10-15 раз, отдохнули минуту и еще 2 таких круга. Начните лежа или сидя. Через неделю-2 делайте стоя. И сразу честно, это не включит механизм за 2 дня. Обычно заметный эффект происходит при регулярности в течение 6-12 недель. Шаг 6.
Убираете сценарий экзамен. На 2 недели цель – контакт без давления результатом. Ожидание результата усиливает стресс и ухудшает включение. Шаг 7. Разбор лекарств. Если вы видите связь с началом или увеличением дозы антидепрессанта, препарата для лечения повышенного давления или другого средства, вы обсуждаете с врачом замену или коррекцию схемы. Не отменяете самостоятельно. Шаг 8. Если врач назначил лекарство первой линии для лечения эректильной дисфункции, запомните правило, почему у людей не работает. Примеры препаратов: силденафил, тадалафил, варденафил и иже с ними. Эти препараты не включают желание, им нужен стимул. Эффект хуже на фоне алкоголя, переедания, сильной усталости и тревоги. Оценка делается по серии попыток, а не по одному разу. И главное правило безопасности – сочетание с нитратами запрещено. Если вы принимаете нитраты или препараты для лечения стенокардии, не экспериментируйте. Там есть жесткие интервалы безопасности, и это опять же обсуждается с врачом. Далее контроль на 2-й неделе. Вы смотрите дневник. Утренние эрекции чаще или лучше, удержание лучше или стабильнее, тревога ожидания меньше. Если да, вы не останавливаетесь, вы переходите в протокол 12 недель, потому что именно он закрепляет. Теперь протокол 12 недель. Здесь цель не помочь сегодня, а достигнуть устойчивости. 1-я неделя – стабильный сон. 2 силовые тренировки, набираете аэробный объем, измеряете артериальное давление, делаете базовые анализы. Со 2-й по 4-ю неделю регулярность, 0 никотина, алкоголь минимальный или 0, движение контролируем по плану. Если есть избыток в талии, цель простая – уменьшить объем. Это часто сильнее влияет на эрекцию, чем любые добавки. С 5-й по 8-ю неделю умеренно усиливаете аэробную нагрузку или добавляете интервалы по переносимости. Силовые остаются 2 раза в неделю. Если артериальное давление повышено, оно лечится по плану врача. И если сахар повышен, он лечится по плану врача. И если выявлен синдром обструктивного апноэ сна, он лечится. Это прямые рычаги. 9-12 неделя – закрепление и доводка. Если на фоне правильной базы и правильного использования лекарств первой линии эффекта нет, это не все пропало. Это значит, что вам нужен следующий уровень лечения у уролога. И сейчас я коротко дам лестницу лечения, чтобы вы не теряли деньги и время. 1-я линия – модификация факторов риска плюс ингибиторы фермента фосфодиэстеразы 5-го типа, если нет противопоказаний. Это силденафил, тадалафил, варденафил, аванафил. Выбор зависит от длительности действия и переносимости. Это обсуждается с врачом. Ключевое – правильное применение и безопасность. Если эффекта нет при правильном применении или препараты противопоказаны, есть рабочие варианты. Вакуумное устройство для создания эрекции. Это механика и работает у части мужчин хорошо. Алпростадил в формах, которые назначает уролог. Внутриуретральные формы или инъекционная терапия. Интракавернозные инъекции под контролем врача. Это один из самых эффективных методов, но это медицинская процедура, а не лайфхак. Психосексуальная терапия, особенно при тревоге ожидания и при смешанном сценарии. Это не разговоры, а это конкретные техники, которые улучшают результат и уменьшают зависимость от идеальных условий. И если консервативные методы не подходят или не работают, то существует протезирование полового члена. Это дефинитивное решение с очень высокой удовлетворенностью у правильно отобранных пациентов. Теперь про модные методы, чтобы вы не потеряли деньги. Низкоинтенсивная ударно-волновая терапия может дать небольшое умеренное улучшение участия мужчин, чаще при легкой сосудистой форме и при правильном отборе. Но это не гарантия и не замена базы. Сон, давление, сахар, движение, отказ от курения. Далее инъекции плазмы, обогащенные тромбоцитами, и клеточные методики пока остаются исследовательской зоной и не являются стандартом лечения. Отдельно частые сценарии. Если у вас сахарный диабет, эректильная дисфункция встречается очень часто. И здесь базовый рычаг – контроль сахара, давление, липиды, отказ от курения и движения. Таблетки могут работать хуже
и тогда чаще нужен следующий уровень лечения. Если вы молодой, без факторов риска, и проблема началась на фоне стресса, недосыпа, тревоги ожидания, особенно при сохранных утренних эрекциях, ядро чаще в нервной системе и в сценарии экзамена. И тогда двухнедельный протокол иногда дает заметное улучшение. Если проблема началась после антидепрессанта, особенно после препаратов, усиливающих серотониновую регуляцию или после изменения схемы лечения повышенного давления, это обсуждается с врачом. Часто решение в коррекции схемы. И теперь коротко, куда чаще всего улетают деньги. Тестостерон-бустеры, супер добавки для потенции. Иногда у некоторых добавок бывает небольшой эффект, но он не заменяет базу и не чинит причину. Бесконечные анализы на все, когда не сделаны базовые 3. Процедуры с обещанием гарантии. Если вам обещают быстрый и гарантированный результат без сна, без коррекции давления, без контроля сахара и без отказа от курения, это скорее всего маркетинг, а не медицина. И в финале 10 коротких выводов. Эректильная дисфункция чаще всего смешанная. 3 вопроса. Кровь приходит, кровь удерживается, система включается. 7 дней дневника дают ясность лучше, чем угадывание. Минимальные анализы. Сахар, липиды, утренний тестостерон. Артериальное давление измеряют, а не чувствуют. Синдром обструктивного апноэ сна часто мешает лечению. Движение минимум 150-160 минут аэробной нагрузки в неделю, плюс 2 силовые. Алкоголь и курение убирают хотя бы на 2 недели, чтобы честно проверить вклад. Препараты первой линии работают лучше при правильном применении на фоне нормальной базы. Если не работает первая линия, есть следующие ступени, и это не тупик. Если вы хотите не совет из интернета, а персональную стратегию под ваши анализы, лекарства, сон и риски, это делается на консультации, потому что цена ошибки здесь не только в интимной сфере. Участие мужчин – это еще и цена по сосудам, по давлению, по будущему риску. И чем раньше вы разберете свое слабое звено, тем проще и безопаснее будет путь.